раз. Всем привет! Вы на очередном вебинаре, где сегодня я буду рассказывать о дистресс-сделках, как с помощью софта Refty искать, если вы инвестор, а если вы брокер, работать с нами и получать деньги за каждый показ квартиры. Почему вообще, что такое дистресс? Давайте введем понятие дистресс-сделки. И очень часто инвестор же что хочет? Купить самый лучший объект недвижимости на вторичном рынке жилья. Но дистресс-сделка – это сделка, при которой собственник хочет максимально быстро реализовать свой объект. Обычно это 80%, 90%. Это стадии стройки, когда он купил объект недвижимости и не может перепродать, потому что нет события ликвидности. То есть, простым языком, нет конечного покупателя, кто может купить этот объект. И там две причины в основном. Первая причина в том, что когда он вторичный, когда на этапе стройки перепродается объект, конечный покупатель, если он инвестор, то инвестор что дальше с этим объектом можно сделать? Дождаться, пока объект достроится и сдать его в аренду, либо дождаться, пока он достроится и перепродать. Получается, что у первого инвестора есть инвестиционное плечо, то есть он покупил за 24% стоимости объекта и может перепродать. Это зависит от условия застройщика, то есть есть застройщики, которые разрешают тебе получить так называемый документ NOC, а второй тип объекта, когда у тебя, и дистресс-сделки – это когда очень быстро нужно перепродать. И обычно ты получаешь штрафы от застройщика. Вот один из последних примеров, например, это Select Group, очень часто штрафует за то, что ты не вносишь платежи согласно платежному плану, payment плану. И такой инвестор очень сильно мотивирован. Я сегодня покажу, как работать на стадии стройки, чтобы вы, как конечный инвестор, могли купить эти сделки с дисконтом. То есть, получается, первый инвестор теряет часть средств, которые он инвестировал. То есть получается, что второй инвестор, во-первых, выигрывает за счет того, что объект уже построен уже как минимум на 40%, от 40 до 80%.
И второй, он получает объект дешевле, чем купил первый инвестор. Соответственно, первый инвестор просто был, как сказать, у него были ожидания, скорее всего, которые еще подпитывал брокер, который рассказывал ему о том, что можно купить объект и перепродать. Действительно, есть такие объекты, где можно купить и перепродать, но там должны быть 4-5 базовых параметров. И вот. Чуть позже расскажу, что это за параметр. И второе, это когда готовый объект недвижимости перепродается по очень быстрой причине, то есть ему нужно быстро продать. И там, скорее всего, дистресс, ну, понимаете, да, если готовый объект недвижимости, у него проблемы с перепродажей, то, скорее всего, либо у него завышенная цена, либо человеку действительно очень сильно нужны деньги, и там, соответственно, такой объект быстро забирают с рынка. И вот я сегодня хочу показать, что мы подразумеваем и как мы эти объекты ищем, для того, чтобы можно было создать два сегмента. Это дистресс-сделки, взял популярный бюджет 1 400 000 дирхам, вот, потому что, ну, до 2 миллионов дирхам проходит порядка 50-60% всех сделок в Дубае. Начинаем. Вот, рад, что вы присоединились. Если есть какие-то вопросы, можете их задавать на YouTube, а я их буду высвечивать и показывать. Так что это живой прямой стрим. Сейчас, сегодня 13 ноября, 18 часов 08 по Дубаю. Go. Небольшую музычку включу для вайба, чтобы у вас настроение было немножко, чуть-чуть новогоднее. Так, отлично. Так, я вот так немножко перемещусь. Ого, все супер. Как вам картиночка? Кстати, кто смотрит вертикальный контент с телефона, также у нас второй формат появился. То есть, если с мобильного телефона смотрите, то вы будете видеть вот, ну да, вот так вот, например. Классно, да? Но мне дальше больше так нравится. И вот. И еще есть второй формат. Окей, вот так. Все, го, начинаем. Так, маленькой музычки включим на фоне, чтобы у вас был вайбик. Вот. Классно, супер. Итого понеслось. Так, окей. Share screen. Мгм. Да, супер. Так, я инвестор, соответственно. Что меня интересует? Давайте покажу, как это выглядит. Отлично, покажу. Супер. Как это выглядит? Ага. Супер. Так, если вертикальный контент. Ага. Классно, все супер. Да. Так, я постараюсь сейчас себя переместить так, чтобы было комфортно. Вот так, наверное. Ага, намного лучше будет. Супер, супер, классно, все. Теперь мы видим, да, то есть вот он, контентик, пришлось прекрасно. Супер. Доступно на платформе 257 тысяч объектов, из которых уникальных порядка 120 тысяч. Сейчас, да, 118 тысяч уникальных объектов. Если мы выбираем, давайте начнем с дистресс-сделок, давайте начнем с плана. Предположим, я инвестор, я не хочу заниматься реновациями, я не хочу заниматься арендой, я не хочу самостоятельно жить, мне нужно припарковать деньги так, чтобы я мог через годик, через два сдать его в аренду либо перепродать. Просто мне нужно на 1 год припарковать деньги вместе с пунктом, но при этом мне нужен дешевый объект, так, чтобы самый лучший объект. Окей. Что мы здесь делаем? Давайте сначала покажу. Мы вбиваем 1 400 000. Я просто сейчас вам пока постепенно, степ-бай-степ буду показывать фильтры. Completed выбираем, выставляем Save. И сейчас буду постепенно рассказывать о... Окей, 15 тысяч объектов. Уникальных, да? Еще раз повторю, не уникальных будет порядка 30 тысяч, потому что бывает, что одно агентство рекламирует сразу несколько объявлений, и с одним собственником могут работать, например, несколько агентств. Вот, мы выбираем уникальные. Соответственно, для того, чтобы вы могли выбрать уникальные, мы выбираем самые лучшие по цене. Окей, получили 15 тысяч. Согласитесь, достаточно много, да? И, соответственно, у нас в системе есть определенный тип маркировки. Сейчас я вам покажу. Это квартира ниже рынка. Price is market. Сейчас я вам выставлю вот так, минус 50 и минус 5%. Отлично. Давайте посмотрим, сколько система считает таких объектов есть в рынке.
Ждем загрузку. О, 1800. Почему так? Ну, если мы сейчас вот перейдем на такой интересный экран, как R&D, сейчас я примерно покажу, как происходит распределение всех доходностей в Дубае. Вот, есть такой интересный экран. Сейчас он загрузится. Мгм. Ту-ту-ту. Так, давайте выберем апартаменты. Это мой личный экран по вторичке. Мгм. Супер. Выбираем бюджет 1 400 000, все точно так же. Ну давайте сначала просто покажу, наверное, ну да, 1 400 000 выберем. 1 400 000. Все, выбрали. Супер. Ага, ага. Мгм, мгм. И также выбираем off-plan resale. Ну, такая стратегия off-plan distress resale. Отлично. Что мы здесь, соответственно, у нас видим? Сегментация бюджета, да, от люкса до бизнеса, да, то есть бизнес-сегмент это 1800 дирхам за фут, low cost это 928, эконом-сегмент находится здесь, но мы выбрали оффплан, да, в этом случае мы 1 400 000 выбираем, и видим, что вот здесь у нас 61 тысяча объявлений и 16 тысяч уникальных объектов. Да, ROI не рассчитывается, потому что по оффплан проектам ROI в будущем мы не рассчитываем, потому что исторический рост, например, объекта не гарантирует будущее, и также мы не прогнозируем, какая будет аренда по этому объекту пока что, да, хотя их можно сравнивать на самом деле и анализировать. Вот, что я хотел показать. Дальше мы видим, что есть такая графа, как Price VC Market, видно, да? Здесь вот Price VC Market, и мы видим, как происходит распределение. По некоторым объектам, сейчас я выберу апартаменты еще, да, что это? It's Apartments, категория Name выбрал, все правильно. Rooms все, бюджет 1 400 000 выбрал, все, да, ага, все. Ну, хорошо. Да, что мы здесь видим? Что большая часть предложений Price VC Market находится меньше 1 миллиона дирхам, 55%, но это потому, что мы 1 400 000 выбрали. Если мы выбрали бы все, вот просто все, мы бы увидели, что 50% всех предложений находится до 2 миллионов дирхам. Вот, окей. Нас интересует, вот видите, 2800 объектов переоценено, то есть они находятся плюс 20-30%. Ниже 5%, ну, то есть вот ниже ниже рынка 5%, минус 50%, 40%, скорее всего, это какая-то математическая ошибка погрешности. Вот нас интересует, скорее всего, минус 20, минус 15%, минус 15, минус 10. Давайте просто теперь вернемся до нашего прекрасного аналитического дашборда, при котором он показывает, что сделка занижена. Да? То есть 1800, вы помните, да, порядка 15 тысяч, то есть он нашел порядка 10%, и теперь нам необходимо что? Конечно, правильно отранжировать их, да, потому что если здесь оффплан, здесь, да, то нам нужен определенный процент застройки, да, объекта, то есть он должен completed быть хотя бы от, ну, давайте 100 не будем ставить, там, поставим хотя бы, там, ну, можно хотя, да, 40% здесь поставим, 40%, 40% можно здесь выбрать. И также можно выбрать, например, что стройка будет завершена, например, на втором. Зачем? То есть, смотрите, объекты строятся от 2 до, может быть, до 4 до 5 лет. Если вам говорят 4 года, добавляйте еще смело туда еще 9 месяцев, потому что средняя медиана задержки у особенно крупных застройщиков это 6-9 месяцев. Окей, мы выбрали, выбираем Apply. Сейчас покажу те фильтры, которые недоступны на локальных, соответственно, порталах, которые есть у нас. 8 листингов. Ну, давайте я прямо сейчас, видимо, уж совсем плохо там, да, с этими процентами комплитов уберу. Просто поставлю 26 год, второй квартал.
88 объектов мы получили. И здесь можно получить в табличном списке и посмотреть, в каких районах, потому что это очень удобно. Да, и как здесь нужно принимать в целом решение. Апартамент комплит, Альфурджан, Стейс Бануби. Два контракта подписано с разными агентствами. ROI мы здесь не рассчитываем, но рассчитываем также, вот здесь я показал, рассчитываем Price VC Similar, да, вот, или Price VC Market. В чем отличие? Если мы по какой-то причине не нашли данных в DLD или данных не хватает, мы переходим на объявление. Конечно, вот этот Price VC Market наиболее точно, видите, и здесь минус 16% по DLD транзакциям с аналогичными сделками в этом же здании за последние 3, если хватает данных, если не хватает, то 6, обычно это по виллам. И 28% относительно, то есть действительно. Но что мне здесь нравится? Во-первых, я вижу, что есть подписанный контракт с Трахиси, между агентством и собственником, подписан он до 10 месяцев, и заканчивается он в декабре этого года. Это хорошая история, при котором я понимаю, что, скорее всего, агентство, кто его рекламирует, будет вынуждено либо снизить цену, либо у них продлится контракт, и нужно понимать, что объект выставлен. Я здесь вижу, что как будто он недавно выставлен, контракт был давно подписан. В общем, нужно будет отранжировать эти 88 предложений. Да? Что мы здесь получаем? Давайте выберем самые топовые какие-то эрии, районы, да, и исключим, которые нам не нравятся. Для тех, кто Дубай плохо знает, и, соответственно, GVC можно оставить, Майдан Сити. Я вам сейчас просто покажу, где это находится, чтобы вы примерно могли понимать. И можно, на самом деле, то, что я сейчас делаю, настроить разово и мониторить все объекты, которые доступны вам, доступны рынку и доступны согласно этим критериям. То есть, что это за критерии? Это квартира ниже рынка от минус 50 до 5% раз. Объект в срок экспозиции выставлен не больше, чем... давайте поставим, это все-таки офф-план, да, то есть он рекламируется максимально 200 дней поставим, да, чтобы отсечь уж совсем мусор такой, да. Отлично. Apologize. Under constructed там нужно. Under constructed 1 400 000. Объект будет построен вот сейчас. И еще выберем такую настройку, что 2 контракта подписано с собственником. Это говорит о том, что собственник мотивирован и по какой-то причине недоволен брокером, кто продает. Тоже открытые данные. Отлично, 1 400 000. Теннет там нету, там теннет не живет. All time 200 дней и ниже рынка поставили. Да, окей. Супер. Да, я выбирал completed, ошибся. Under constructed выбираю. И получаем сколько? Там их больше, да, мы видели, там было 88. То есть, как я вначале говорил, да, если получается их 500. И где-то 100, это как раз 100 из 500, это 25%, то есть 70-80% всех дистресс-сделок находятся на стадии стройки. То есть, когда к вам приходит инвестор и говорит, я хочу дистресс-сделку на completed, а сфига ли она должна быть? То есть зачем? То есть, почему возникает проблема с готовым объектом перепродать? Если объект готовый, то в нем можно жить. То есть, конечный покупатель может быть просто человеком, кто покупает его для себя. Второе, он может, и таких 30% берут в ипотеку, то есть еще увеличивается плечо. Вторая история, он покупает с целью сдачи в аренду. А что можно делать с объектом, который покупается, перепродается на стадии стройки? Там жить нельзя. Единственное, что можно перепродать, но только через год или, условно, через 2, когда объект достроится. То есть целей у недостроенных объектов гораздо меньше, чем у готового объекта. В готовом объекте можно жить и сдавать, можно даже реновировать, да, если не все объекты подходят под реновацию. Как и не все объекты подходят под краткосрочную аренду. Кстати, я думаю, это должен быть отдельный выпуск. Сдавать в аренду краткосрок, я думаю, на следующей неделе можно сделать. Сдавать в аренду в краткосрок или в долгосрок, потому что 90% нужно сдавать в долгосрок. 430 объектов. Классно. И также выставляем наша система Protect Unit номеров, умеет вычислять номера
квартир для того, чтобы понимать, рыночная ли цена или нет, потому что это часть технологий, которая понимает, в рынке или не в рынке квартира. Нужно сравнить видовую с видовой и понять, потому что нет смысла сравнивать видовую на высоком этаже с низким этажом и невидовой квартирой. Окей, мы получили 191 объект. Это уникальный объект. Хотя я вижу здесь какие-то дубли небольшие, может быть, небольшая. Ага, супер. Классно. Я выбрал также, как я показывал здесь, срок сдачи не старше второй квартал. Да, то есть все, нас конкретно это интересует. От первого этажа. 1 400 000. Тенант здесь не будет. Все, не больше 200. И, как я вам сказал, 191 объект. Давайте попробуем исключить те районы, которые нас не удовлетворяют, потому что на карте, например, объекты... Кстати, было бы классно, сделать, чтобы на карте просто кружочками выводишь, можно это сделать тоже. Вот, у нас достаточно быстрая обратная связь. Ага. Вот. Соответственно, что? Ну, вот какие районы? Окей, мы возьмем там, окей, Дубай, Крик Харбор. Возьмем район GLT. GVT можно взять, GVC взять, Мотор Сити спокойно можно взять, Аджан можно взять, да. А вот райончики подальше уже я бы их исключил бы, да. Райончики подальше, Дубай Ленд я бы исключил бы тоже. Ну, то есть, ну нет смысла. Если ты можешь взять ближе к первой, второй линии, зачем тебе брать объекты, которые очень далеко находятся? Ну, нет никакого смысла. Логики здесь никакой. Ну, вот здесь вот тоже можно взять там. Классно. Вот этот район, там Забель, да, Джадах, Waterfront рядом. Райончик, ну, Шоба Хартланд можно, но она не готовая, поэтому я бы Шобу вообще бы исключил бы. Возможно, там есть какие-то Азизи, ну. Это все under constructed, мы сейчас говорим, второй квартал, да? Да можно, что нет, можно взять. И Business Bay, окей? То есть мы прямо сейчас даже ограничимся, да? То есть мы просто возьмем и Аль-Сатва, я вижу, Аль-Сатва, этот. Ну, переходим в табличный список, чтобы исключить. Смотрите, сейчас мы настраиваем один раз уникальный фильтр, который будет искать и каждый час присылать вам новые предложения. Это же очень удобно. Аль-Джадав берем, Аль-Джан берем, Аль-Сатву берем. Аджан берем, Business Bay берем, City of Arabia не берем. Исключаем его через списки исключения. Здесь District указываем. Исключаем из списка исключения. Туру. Так, идем дальше. Марджан исключаем. Майдан Сити далековато. Далековато? Давайте посмотрим. Далеко ли для вас, можете в комментариях писать. Далеко ли для вас это или нет. Грузим. Класс. Да не, нормально. Вот, это же Майдан, рядом с Шоба Хартланд. Чего нет? Почему бы и нет, да? Оставляем, Марджан убираем, GVT, GVC оставляем, Дубай Спорт Сити, Дубай Студия Сити оставляем, Дубай Саф убираем. То есть убираем Марджан и Дубай Саф убираем. Ну, далековато будет. И Силиконовый Оазис тоже убираем. Окей? Все, убираем 3 района. Почему нужно убирать? Ну, смотрите, вы же не будете рассматривать. Вы видите, что есть районы гораздо ближе, гораздо приятнее. Вот. Так, все, вбил. Так, какой-то район забыл один. Сейчас посмотрю. Аль-Джадав, Майдан Сити, GVT, Бизнес Спорт Сити, Дубай. Дубай Саф, все. Ну, далековато. Ну, согласитесь, давайте посмотрим, чтобы вам было понятно, где находится. Чтобы было понятно. Ну, согласитесь, да, далековато. То есть вот здесь находится. То есть за вот эти деньги 539, ну, можно, наверное, ну, я бы исключил. Вы же хотите хороший объект, дистрессный, да, купить для себя. Вот, давайте все-таки исключим Дубай Саф. Да, если хотите какие-то здания исключать, исключается это вот здесь, в билдинге. То есть тоже достаточно легко делается. Отлично, 145 объектов. Уже есть чем работать, да? Супер.
Ну, также я предлагаю исключить первые два этажа, предлагаю начать с третьего этажа. Какие еще фильтры можно здесь бить? Мотивацию я указал, да. Можно выбрать конкретные классные виды. Например, вид на Марину, Корнер, на Пальму, Будж, Крик, Сия. Ну, то есть видовые посмотрим, да. На канал, панорамик, лейк, на бич, на waterfront, skyline. Ну, то есть выберем видовые. Давайте Fountain View, Water. Ну, Garden можно поставить тоже. Все, супер. О, 6. Seal Tower убираем, это отель. Почему у нас отель добавился? Вот тот пример, когда можно убрать. Вот это, Seal Tower. Видовые. Дубай Investment Park тоже далековато, да? Далеко. Ух ты, скинулся, да? Интересно. Давайте здесь вот так сделаем. Apply. Как будто видовых... Ну, как будто они... Вообще, знаете, вот интересно, да, вот мы сейчас делаем показы по квартирам инвесторов. Как вы думаете, какой процент из них, вот из 100 отобранных объектов, готовы с нами взаимодействовать? Ну, спойлер небольшой, да, половина из них вообще не отвечают, а вот из тех, кто ответил, из 50 человек, готовы на показ объекта для инвесторов, ну, то есть готовы, да, общаться, только лишь 20%. Потому что остальные хотят прямых инвесторов. Потому что мы же работаем через компании в основном, да, и там они, получается, мы срезаем их комиссию 2 раза. Получается конфликт интересов. Собственник хочет продать свой объект, он заинтересован в продаже объекта, а брокер не продает его объект. В половине случаев не отвечает, а еще в 30% случаев из тех, ну и даже 30% случаев он даже не собирается взаимодействовать с другими. Вот как-то вот так вот. Ну, не знаю, насколько это хорошо для собственника. Я думаю, не очень на самом деле. Собственник платит 2% комиссии за то, чтобы его объект рекламировали, а не используя его листинг, чтобы оттянуть и увеличить срок продажи объекта в 3 раза. То есть по факту объект может продаваться 2 месяца, но из-за особенностей агентского бизнеса, их бизнес-модели, то, что они хотят инвесторов напрямую, да, они продают 6 месяцев. Вот такая вот неприятная правда. Вот, мы сейчас соберем чуть больше статистики где-то за следующие 3-5 месяцев. И обязательно ее опубликуем, чтобы немножко понять, как дальше действовать самим собственникам, как дальше с этим работать. Вот, поэтому в этом случае я предлагаю, давайте уберем фильтры видов. Я так вижу, что действительно очень много. Это фильтр, который базируется, так как фотографий у нас нет, нечего анализировать. Мы берем эту информацию с заголовков и объявлений. Конечно, было бы классно забрать эту информацию с застройщика. И вот, так как у нас есть номер юнита, который мы вычисляем, то было бы классно сопоставить ее, потому что часто брокер, да, представьте, да, он даже не указывает, какой у него вид. Это печально. Это печально. Ну, то есть, ну как так? Ну, то есть он не занимается объектом, не продает его, и инвестор думает, что ты продаешь его объект, а по факту нет. Вот такая неприятная правда. Да, давайте все-таки исключим вот эти районы, да, вот эти не очень, как сказать, accessibility, да, не очень приятные районы, в которых не хотелось бы находиться, если ты будешь давать ее в аренду, потому что мы понимаем, что в неготовом районе сдача в аренду будет уступать на 20-25% доходности хуже, чем в готовой локации. Пример, чтобы Heartland в среднем будет там 4,5-5%. Если мы говорим готовый, это уж чистыми, да, если мы говорим про какой-нибудь бизнес-бей, то 6,5-7% вы будете получать. Недавно, кстати, смотрел видео на YouTube,
где человек купил за 2 миллиона 750 объект и сдал ее в краткосрок, в двушку. Старое здание в Бурдж-Халифе пользоваться спросом не будет. Если вы хотите хорошую арендную доходность, вам объекты нужно выбирать до 1,5 миллиона дирхам. Точка. В готовой локации, свежего здания, ну, либо там, где есть туристический спрос, там, где есть... Краткосрок – это только туристы, это только Airbnb, вот, трафик, может быть, чуть-чуть Booking.com. Арджан, Бизнес Бэй, City of Arabia мы исключаем. Да, то есть, хотя маговские проекты, они хорошие. Вот, сейчас исключим просто. Было бы классно добавить на самом деле фильтр топовой локации, топ-10 location, чтобы не заниматься фильтрацией, потому что есть, ну, у нас есть 4 градации area. Это люкс, это люкс есть потом премиум, после премиума бизнес идет, потом идет эконом, и есть после эконома идет low cost. 5, даже 5 сегментаций, да, сказал 4, 5 сегментаций. Дубай Инвестмент Парк. Можно? Посмотрим. Давайте посмотрим, да, в целом. То есть, что мы сейчас делаем? Мы сейчас настраиваем фильтр под поиск объектов дистресс на стадии стройки с сдачей кварталом, второй квартал 2026 года, ниже рынка, чтобы можно было их отсмотреть и посмотреть. И окей. Ну вот, Дубай Инвестмент Парк. Далековато, да? Далековато. Тоже исключаем из списка. Мне не нравится, не хочу такое. Не хочу такое жилье своему инвестору будущему. Да. Есть из чего выбирать? Есть? Есть. Ну, тогда вполне. Каждый раз, когда вы будете получать 100 лучших, ну там 100 предложений, которые можно купить в моменте, сейчас 96, вы можете взять свой фонд, если вы family office или фонд, и начать парковать деньги там. Да, в план, все, я выключил дубликаты, 96, от третьего этажа, Мухаббин бин Рашид, Таун Сквер, тоже Таун Сквер. Отправляем в загашник, Дубай Саф и Дубай Саф туда же. И Дубай Ленд Резиденс тоже. Ну, чтобы было понятно, да, то есть исключаем все-таки локации. Таун Сквер, Дубай Ленд тоже исключаем. И Дубай Саф, как я сказал еще. Дубай Саф тоже. Туда же. Алджан. Все, Майдан Сити взяли, Мухаббин бин Рашид, GVC, GVT, Дубай Спорт Сити, Дубай Силикон Оазис убираем, Даунтаун, Арджан, все, класс. И Сели Тауэр надо убрать, потому что это отель, вот, не хотелось бы их иметь. Раз, и еще вот отсюда Сели Тауэр уберем. Все, apply фильтр. Готово. Вот как вы думаете, сколько всего объектов? Вот он 70 объектов подобрал. Теперь берем его и сохраняем. И говорим, что это дистресс сделки. Дистресс 1,4 миллиона. Ну, соответственно, топ-локейшн, да, топ-локейшн. Или можем даже назвать топ-100. Я сейчас не убирал топ-100, я просто такая математическая выборка, да. Топ-локейшн, топ-100, 1,4 миллиона локаций. И, конечно, это хендовер. Хендовер, второй квартал. Давайте так, 2026, второй квартал. Все, мы это сохраняем. Классно. И вот здесь, посмотрите, вот здесь в мониторинге будет указываться, вот здесь, вот она. Видно? Будут добавляться только эти конкретные. Что происходит дальше у инвестора? Соответственно, чтобы инвестору самостоятельно не тратить свое время на объекты, да, надо, сейчас какой-нибудь пример покажу, объекта, давайте вот этот GVT,
Golf View 7 City. Тоже недострой. Убираем из объектов. Недострой строится. Мне кажется, он никогда не построится. Golf Views тоже убрали. Ну, то есть какая-то такая минимальная выборка должна быть, да, Все, классно. Аджан, Business Bay, Даунтаун, Rove Home, Sport City, Mac, Vista, Prestige One. Классно. Все. Ну и, конечно, здесь я бы хотел бы отсортировать те, кто не идут ниже рынка, Price VC Market Low to High. Классный фильтр, на самом деле. Отлично. Супер. Вот, и здесь мы видим минус 25%, да, минус 25, минус 10, минус 10, минус 19. Супер, супер, классно. Вот, 67 объектов, да, на стадии дистресса. Самана. Вот, в готовых локациях мы видим здесь объекты. Не уверен, что это Apartments, но Rove Home Марса, Business Bay. 3700. Класс. Вот еще Аджан есть 58. Ну, выглядит как готовый объект, как будто он уже сдался. Elite by Danube 1 300 000. Классно тоже. Видите. Да, мы, видите, разделение есть. 13 new, 57 old. Что это значит? Означает, что если какие-то объекты вам супер понравились, вы можете отправить... Вам понравился объект. Понятно, что здесь надо будет, получается, съездить на объект в офлайн, чтобы вам брокер отснял, как выглядит здание, если вы это, предположим, удаленно паркуете, делаете, да. Отлично, да, вот видно, написано дистресс 27%. У нас есть детализация, почему мы так считаем. Здесь вот видно, да. Окей, там, билдинг должен быть построен в 2026 году. Отлично. И сравнение с аналогичными объявлениями. Цена 1339 дирхам за фут. Сравниваем его с другими объектами в этом же здании. И он показывает, что он ниже на 27%. Продается он буквально сколько? 19 дней. Количество квартир всего 266 в этом здании. Угу. Ну вот самая низкая квартира получается 42%. Да, Mac 777. Кстати, кому нравится число 777, покупайте. Да. Contract length free. Это хорошо, вот эта информация очень классная, на самом деле. Видите, контракт на 3 месяца означает, что собственнику пипец как нужно продать. Вот эти объектики, да. Вы их не получите. То есть, во-первых, вы в объявлениях ничего не видите. Вот 67 объектов. Берите, смотрите, анализируйте. Вот здесь вся информация есть. Если что-то не хватает, можете писать нашим менеджерам. И вот здесь по ссылочке. По ссылке. Вот здесь. Где? Вот здесь, да, в углу, где QR-код. Можете переходить, смотреть. Это вот часть вот как раз off-plan дистресса, которую можно покупать, которую можно смотреть. Да, мы здесь также видим, что у нас система распознает фейки. 750 тысяч, а по факту 850. Ну, кого вы пытаетесь обмануть? Ну, кого? Соответственно, нам нужно что? Нам нужны короткие контракты, да, максимально короткие, когда скоро заканчивается. Вот они. Вот такие контракты нам нужны, короткие. Это что за контракт? Контракт между брокерами и собственником, да? То есть чем короче он... А вот длинные контракты, видите, 21 месяц. Ну и что тут? Непонятно, да? И плюс можно отсортировать, здесь вот видно минус 25%. Не факт, что это реальный юнит, да, контрактов 3, цена 1 миллион 280, а в объявлении указано собственником 1 миллион 721. То есть это фейк, видно написано фейк. Вот такие мы тоже скоро сейчас добавим, фильтр фейков, чтобы убрать это из выдачи. И такие объекты мы не хотим показывать. 12 месяцев тоже много, слишком много. Почему? Ну вот, не доверяем. Вот, 1 400 000, а по факту, ну, 1 400 000. Видно, да, что есть второй контракт, не получается продать, но даже с 1 400 000 цена ниже рынка на 18%. Фактически, да, давайте я покажу этот апартамент.
и уже перейдем к комплитам, готовым объектам, тоже дистрессам. Их будет меньше, потому что все дистрессы в основном это на стадии офф-план стройки. И вот с коротким сроком сдачи, investment details. Что мы здесь делаем? Берем 4 этаж, сравниваем с аналогичными сделками, берем цена за фут 1221, сравниваем и говорим, что он ниже. Согласны? Да? Вот сделка за 1 миллион 265 тысяч. Прошла на первом этаже, она дешевле, то есть она даже дороже за фут прошла. Да, но здесь мы видим, что это двушка, да? Вот, а здесь прошла, получается, однушка. Да, то есть, ну, понятно, что двушка небольшой дисконт должна иметь, но зазор хороший, 18%. Видим, да? Классно. Я думаю, вообще великолепно. Великолепная история, просто супер пушка. Супер пушка, и такие объекты надо забирать. Берете 1 миллион 400 и скидываете его. Возможно, вы захотите вообще там до миллиона дирхам, это уже на ваше усмотрение. Вы можете все что угодно делать. Вот вам мониторинг как раз такой, да, который позволяет вам мониторить такие объекты в автоматическом режиме. Тогда, когда вам необходимо эти объекты отправить на request tour, ну, так сказать, уже в работу, да, с нашими менеджерами, вы их отправляете одной кнопкой. Например, вы выбрали объекты, которые вам супер нравятся, например, вы выбрали все, например, и отправили дальше в request tour вот здесь. Все, дальше они подхватываются, и вы отслеживаете статус, что с ним дальше происходит. Negotiating, planning a tour. Да, если вам нужно будет офлайн посмотреть, как вообще здание строится, вам нужны будут отчеты по нему, для того, чтобы принять решение, будете ли вы их покупать или нет. Это вот первая часть, да. Как отслеживать дистрессы, в автоматическом режиме настраиваете фильтры, вот, либо мы вам настраиваем его, если вы являетесь нашим инвестором, клиентом. Вот, это вот первая часть. Теперь я хочу посмотреть чисто готовые комплиты. Все точно так же, только комплиты хочу посмотреть, только чисто готовые. Все фильтры скинул. Классно. Давайте еще раз проверим. $257 тысяч, уникальных меньше. $118 тысяч. Классно. Все, берем на комплиты, заходим. Что здесь? Исключаем отели. Ставим, что мотивирован на продажу. Хендовер. Ну, давайте здесь поставим, что он достаточно свежий. То есть нам не нужно старое здание, предположим. Или давайте пока оставим все. Давайте оставим все, чтобы вам было репрезентативно 1 400 000, как я сказал, да, то есть сравниваем аналогично, без тенанта. И здесь выбираем комплит, все просто прекрасно, да. Выбрал также 200 дней, но мало ли вдруг по какой-то фейке там совсем уж. Да, причем здесь, смотрите, два разных фильтра. Creation Ads Age Day, он показывает само объявление, а All Time Creation Ads, он учитывает всю историю по этому объекту. Если несколько объектов и пересоздаются объявления, чтобы получать больше входящего трафика, то мы такое видим. Все, я выставился, да, минус 5%, вот, все. Net ROI. Это чуть позже выставимся, посмотрим, как коррелирует у нас. Смотрите, если чем более низкая цена за фут, она даже так же должна коррелировать более высокой ROI. Вы должны видеть это. Окей, 507 объектов. Окей, хорошо. Теперь давайте исключим районы, которые нам не нравятся. Алькос исключим. Я прямо сейчас просто в фильтрах себе вобью. Алькос сделаем. Дома Kills тоже исключим. Далековато. TFG Hotels исключим, потому что это отель. Дубай Сансафик тоже исключим. Дубай Силикон Оазис исключим. Далековато, да. Спорт Сити. GVC оставляем. Классно. Маджан. Далековато. Майдан Сити оставляем. The Board Islands. Отель тоже убираем. Все. Нам нужно убрать 2 отеля. И убрать нам нужно
Получается 3, 4, 5, 6, 6 area. Все. Идем убирать наши нежелательные area. Ну да, после этого выпуска нам, видимо, нужно добавить топ-area, просто первой категории area, второй категории, третьей area, да, и показывать просто, что значит первая категория. Категория первая – это все застроено, это супер классные первые линии. Второй категории все застроено, но уже там такого же, чуть пониже класса, да, жилья. И вот. Третий, это получается тоже люкс, но недостроенный. И четвертый, получается все, что остальное. Вот такого формата, как что можно было просто тупо исключить. Конечно, в скобочках мы укажем класс и укажем процент застройки самого района. Что мы относим к этой категории. Может быть, чуть больше их сделаем просто, чтобы вам было удобнее, заходить и понимать. То есть можно будет просто быстрый фильтр выбрать и получать. Вот. Кстати, со следующей недели мы запускаем показ вилл. Это означает, что наши B2B клиенты будут получать платные, оплаченные показы в офлайне по виллам. И начнем мы с Дубай Хиллз, один из любимых районов. Вот. Так, эти я исключил. Теперь надо исключить отели. Исключаем отели. Они нам не нужны. Да, вот так. Все, применили фильтры, получаем вместо 400-300 получим, наверное, сейчас. 300. 440, смотрите, интересно. Интересные дела. Так, также мы ставим от третьего этажа. Давайте поставим третий floors. Идем дальше. Отлично, фильтр. 292. Ну, прекрасно, все, классно. А что он? Core Other не исключил. Не исключил вообще. Не захотел исключать. Интересное дело. Это что, он мне снес фильтр, получается, да? Арджан, Альфарджан, Бизнес Бэй, Дубай Марина. Да, он не снес фильтр, смотрите. Извиняюсь, apologize. Сейчас мы еще раз применим просто. И сделаем это то же самое, только... Да, он снес. Снес, да. Ну ничего, ладно, сделаем. Это я сейчас делаю один раз, мне не надо будет каждый раз это делать. Еще раз повторю, да, то есть мы выбираем просто районы, критерии адекватно, чтобы каждый час получать самые свежие объекты. Готовые объекты, да, мы сейчас говорим, готовые объекты, до 1 400 000, которые ниже рынка. По какой причине они ниже рынка? Там две причины в основном. Либо это фейк, да, либо действительно нужны очень сильные деньги. Потому что, как я вам сказал, 90%, 80-90% всех дистресс-сделок находятся на стадии стройки по причине того, что собственник не имеет денег для того, чтобы платить. И получает либо штрафы, либо уведомления, либо звонки каждый день. Вот. Мейдан Сити. Ну все, да, вот оно. Все, есть. Класс. 262. Тоже сохраняем, пишем как топ. Давайте просто скопируем просто название точно так же, как по дистрессу мы взяли, да. Скопируем, просто сделаем это save, сделаем вот так. И напишем, что это it's ready тоже. Ну, здесь в данном случае не топ 100, топ 300, да, топ 300 дистресс сделок ready to move 1 in. И, соответственно, пока мы не фильтровали по хендоверу, то есть мы можем взять вообще самые свежие, то есть самые видовые, самые... Кстати, есть такой интересный фильтр, кстати, это Units Series, то есть от более высокого этажа. Сейчас посмотрим, как это работает. Ну, типа самую видовую квартиру, предположим, мы выбираем High Floor. Вот так сделаем. Ой, извиняюсь, Floor вот здесь вот будет. Супер. Ну вот. Только еще вот Барша Хайтс, Ливан, боже мой, как здесь появились вообще? Барша Хайтс можно, конечно, но First Hotels и Ливан исключим, сейчас тоже исключение сделаем.
только не здесь, а вот здесь. Раз. И вот здесь вот Ливан исключим. Все, супер. Отлично. Ну, вот апсайд есть, классно. Все. Высокий этаж, high floor. 16-17. А что он здесь не написал? Флор. Есть, вот, флор, этаж, вот есть все. 67. Ого! Ничего себе. Tower C. Категория. А что у нас в категории не добавлено? Ну-ка, извиняюсь, apologize. Категория апартаменты нам нужны, а отели нам не нужны. Все, применили. Отлично. $280. Хорошо, хорошо. Так, исключил. Все, Dubai Сансафик. Тоже исключим. Как мы здесь пропустили его? Скидывается фильтр, да? Да, скидывается. В общем, давайте вот как сделаем сейчас. Возьмем просто самый топ по the топ по прайс-виси маркету. Сопоставим его с ROE. Давайте поставим ROE хотя бы там 6%, чтобы максимально можно было исключить всякий мусор, да, 6% поставим. Вот. То есть, понимаете, да, чем более высокая ROE, чистая за вычетом сервис-чарджа, тем более низкая цена. То есть, вот эта низкая цена, которую мы выбрали, видите, 38 объектов мы выбрали. Вот. Да. Ground плюс 0,6. Hotel Towers тоже надо убрать. Dubai Silicon Oasis, Upside, Scala Tower. Да. Ну, давайте отсортируем. Вот 38 объектов у нас появилось, да. Давайте посмотрим на объекты, которые реально имеют более низкую цену за квадратный фут. Этот мы исключим. Давайте отель Hotels поставим здесь. Building. Исключили здесь все. Почему отели не рекомендую? Ну, потому что проблема будет, там жить нельзя, там можно будет только находиться, только сдавать в аренду. Да, вот она. Вот эти объектики. Давайте глянем Court Tower, где находится, что за объект. То есть мы подобрали примерно то же количество, то есть до 100 самых лучших объектов. Мы выставили более низкую цену, поставили проверку дополнительную с помощью аренды. Аренда базируется на основании Джари. Сейчас вы это увидите. Вот, дистресс 19% и аренда 7,63 гросс. Нечистыми сейчас пока что, да? Показываю. Как система ранжирует? Берем стоимость 1 миллион 275 тысяч, делится на количество футов за вычетом балкона, получается цена за фут 1479 и смотрится с аналогичными сделками в этом же здании. Видно, да? То есть прошли сделки, количество футов столько-то, сравнивается с конкретными, я так понимаю, здесь бакет был взят по всем транзакциям. Вот одна транзакция в этом месяце. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, в общем, мы видим количество транзакций в прошлом месяце. Ну вот. И сравнивается с аналогичными. То есть понятно, что цена ниже. Она рекламируется, она получается 54 дня. Почему-то не может продаться. Интересно. Хотя контрактов 3. Мы видим также объявление по этой же квартире. 1 миллион 275 тысяч. Вот. Рекламируется она, получается, несколькими разными агентствами. Выставлена от 20 месяцев до 10 месяцев. Что очень подозрительно, как по мне. Очень подозрительно. Ну, подозрительно, да? Курт Тауэр. Чтобы это решить, нужно просто нажать одну кнопочку Request Tour. Все. Мы отправляем ее на проверку, и дальше вы получаете результат. Можем ли мы его показать или нет. Вот такая еще Бенгати Авеню, Аль-Джадав Apartments. Давайте посмотрим на нее. Аль-Джадав, Бенгати Авеню. Где находится? Ну, здесь приятный, нормальный райончик такой.
21 этаж, Investment Details, 11 дней в экспозиции находится. Объект стоит немного, 1 000 000 дирхам. Вот такой вот прикольный вид, кстати. Видим, что это однушка, квадратов 70. Классно. 21 этаж. Видовой, ну, я бы сказал, ну, похож на видовой, да. Конечно, может кому-то ванна не понравится, да, или форма самого. Вот, свежее здание, 22 год. И мы видим, что цена в среднем 1371 за фут, а здесь продаются либо сопоставимо также, либо ниже. То есть реально объект находится в рынке, либо немножко дистресс 5%. Теперь, что касается аренды. Классно, подгрузили данные, да. Мы рассчитали, что вы будете получать прибыль на квадратный фут 105 футов, потому что есть же такие же контракты с однушками на 75 тысяч, на 81 тысячу, на 80. То есть мы берем действующие контракты в этом здании и делим их на количество футов. Получаем 105 прибыли на фут, 13 этаж, например. А у нас он гораздо выше, то есть он 20 этаж, вот видно. И вот этот прогноз 79 тысяч, 76 тысяч. Ну, нужно вычесть еще сервис charge, да, мы понимаем, что 18 дирхам за фут нужно вычесть. И будем получать мы в размере 88, да. 88 умножаем на 7, 729. Сколько мы получаем? Ну-ка, 700, давайте, 700. Давайте. 105 минусуем, минус 18. Получаем 87, умножаем на 729. Получаем 63 тысячи, да, 63 тысячи дирхам, 63,5 условно. Сдавая долгосрочно, вы будете получать, ну, почти чистыми, да, чистыми. Потому что там еще простой бывает первый месяц, мебелировку нужно сделать плюс-минус. То есть вот к этой сумме плюсуете еще. Но мы же понимаем, что ее можно купить в ипотеку. Мы же это понимаем? Понимаем. И вот здесь вот Building Transactions видно, кто из них купил в ипотеку. Вот видно, да, то, что у нас 14 этаж, 1406. Была куплена квартира двушка. Была куплена она буквально вот неделю назад, 3 ноября. И было внесено 20% этой суммы. То есть фактически вот эта доходность, которую я вам сказал, там 6,5%, ее можно увеличить в 1,5 раза за счет того, что у вас доходность по текущей квартире будет 6,5%, а платеж может там 3,5-4%. Ну, на самом деле не будет не 6,5%, а все там 10% будут. Не считая стоимости недвижимости, как она может расти. То есть, согласитесь, паркануть так деньги, найти такой классный объект, это прикольно. Вот. Вот вам пример. Давайте что-то еще посмотрим. Plaza Residence. Ну, типа, по красоте то, что вам нравится. Дамаг Mansion Priv Tower A. Классно. Мне нравится число 13. Посмотрим на объектик. То есть, согласитесь, да, удобно иметь инструмент, который помогает вам искать объекты. Дистресс 5%, 8% ROE. Сервис чардж высоковатый, да? Высоковатый, да, согласен, высоковат. Вот. Ну и здание прикольно, наверное, смотрите, да? Давайте глянем. Вот. Уже мебелировка есть. Красота. А в том предложении не было мебели, да? Можно сразу с мебелью, чтобы не иметь проблем. Причем эта мебель, я так понимаю, от застройщика идет все. Видите? А тот объект, он был старенький. И вот там уже, видимо, все вывезли. Что мы здесь видим? Видим 1 050 000. 180, извиняюсь, 2200 за фут, да. В рынке или не в рынке цена? Он показывает, что типа ниже 5%. Вот, мы взяли 13 этаж, сравнили с высокими этажами, да. Взяли тоже 2200 и смотрим, что, ничего себе, а наш объект оказывается дешевле. Студия. И 40 сколько? 459, ну, в квадратах это получается там 40 квадратных метров. Прикольно. Not bad. Ребят, надеюсь, инвесторы этот выпуск не смотрят. Надеюсь. Потому что если был бы такой объект, его надо просто брать и забирать. Смотрите, Дамаг Mansion Tower A. Тут 17 квартир. Построен в 2019 году, то есть зданию 6 лет. Да? 3 компании рекламируют, не могут продать. Давайте по аренде посмотрим, что там с арендой.
В бизнес-бэй можно хоть краткосрок сдавать, но здесь нужно быть очень предельно осторожным. Это уже отдельная тема для выпуска. Prime by Dabak. Смотрим. Студии за сколько сдаются. Мы здесь говорим, что она будет сдана за 84 тысячи, но мы же понимаем, что ну, здесь 13 этаж, давайте похоже найдем. Вот. Ну, 72 тысячи будет, да? Да, похоже. Ну да. Но он говорит, что 183 за фут вы получите. А есть такие похожие сделки. Вот есть 185 за фут, есть 215, есть 158, есть 236 за фут студия. Ну, давайте средний возьмем, 183. Плюс еще есть сервис чардж высокий достаточно, видите, 24%, 24. То есть он фактически сколько съест? 183 минус 24, получается 159. 159 умножаем на, мы сейчас на чистую площадь берем, да? 73 тысячи будете получать. 73 тысячи. И учитывая, что есть мебелировка, ну, очень неплохо. 73 мы делим на 1,50. Понятно, что там еще будет DLD, понятно, что еще комиссия на входе будет 6%, понятно. Но вы получаете сейчас 7% чистыми, плюс простой немножко будет, там 0,5% в первый год, если долгосрочно будете сдавать, плюс менеджмент фи, ну, короче, еще 1% вы читаете. Это, я вам говорю, вы будете получать уже чистыми 6% за вычетом всех расходов, вот, без учета ипотеки. Если ипотеку покупаете, то получаете чистенькими еще денежки, да, вот здесь вот люди, кто покупают, используют 35% всего лишь капитала. То есть по факту, ну, цифры умножайте, там, ну, 10% еще закидываете, потому что 4% это DLD, 2% комиссии, 6%, в общем, да, 6% при 3, ну, в общем, да. Короче, примерно будет выходить вот так вот, примерно. То есть можно зачесть сумму, тем самым, так как вы заходите с плечом, у вас образуется положительный денежный поток. Вы получаете свои 10% годовых, не считая стоимости. Вот в готовой локации брать такие объекты вообще круто. Самую низкую площадь. Можно, кстати, поставить здесь на самом деле площади не больше, чем... Давайте поставим там, не знаю, не больше 700 футов. Это типа... Ой, здесь ставлю. Не больше 700 за фут. Количество футов это типа 70 квадратных метров. Давайте брать маленькие площади, которые идут дистрессом, которые можно быстро сдать. Ну вот их 20, видно? 20 объектов. Bay Square. Тоже бизнес-бэй, смотрите. 8 этаж, классно, супер. 8 и 8. 8 ниже рынка, 8% роя. Грязными, да, нужно сервис чардж вычитывать. Можно, конечно, фильтр поставить сразу. Здесь выставить сразу net ROI. Он уже выставил. О, как классно. Давайте 7 поставим, чтобы вообще по красоте было. Плюс я так вижу, что у нас еще стоит еще и... хендовер не стоит, да. Ну вот 7 объектов есть, классно, да. Вот. Bay Square, Дания. Это уже пониже класса, да? Ниже класса, что видим. Вот. Как-то так. В общем, надеюсь, выпуск был для вас полезен. По ссылочке здесь или здесь можно регистрироваться и посмотреть, как это выглядит. И любой вопрос задавайте. Вот. Хорошего всем дня. Пока-пока.